Ребята, всем привет! Спасибо, что вы на моем канале, смотрите это видео. Сегодня будет влог о нашем с Виталиком путешествии. Мы наконец-то в отпуске и решили выбраться на экскурсию в Санкт-Петербург. Едем автобусным туром. Будем сейчас вам все рассказывать, показывать. В общем, смотрите. Я такая вся немножко помятая, лохматая. У нас сейчас первая автобусная остановка. Мы находимся в городе Витебске. Следующая остановка у нас будет на границе, на российской границе. Ребята, у нас уже доброе питерское утро. Сейчас на часах 6:20. Мы уже в Питере. У нас сейчас будет завтрак. Мы приехали в гостиницу Нордик или как? Нордик. У нас тут будет завтрак в формате шведского стола. Сейчас вам все покажем, расскажем. Не знаю, слышно меня или нет. Ребята, вот наш завтрак. Тут все в формате шведского стола. Есть хлопья, есть каши, фрукты, есть сладенькое попить, кофе. Можно пройдем? Аккуратно. Ой, спасибо. Чуть не врезалась в официантку. И, в общем, вот такой вот очень вкусный, простой завтрак. Вот что мы взяли себе позавтракать. И у Виталика еще американо. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Передвигаемся, ребята, мы, кстати, вот на таком большом двухэтажном автобусе. Мы сидим вот там на втором этаже, ближе к началу автобуса. Очень все видно, так высоко, короче, классно. Вот там, который? Да, кстати, тут есть на втором этаже у людей в начале такие места. Сейчас я вам покажу. Вот там он сверху. Да, там женщина переодевается. Ну, я так издалека покажу. Вот там вот сверху они прям сидят возле лобового. Там нету никаких сидений там для водителя, типа. Просто сидят прям напротив лобового. Все видно. Вообще шикардос. Привет, Питер! Пока еще такой себе Питер. Все красоты нас ждут еще впереди. Виталик уже довольный? Конечно, довольный. Я уже поел, попил кофе. Конечно, я же довольный. Ну, кстати, ребят, по поводу переезда в автобусе. Я почему-то себе представляла, что будет намного проще сидеть, спать ночью, но как-то, не знаю, мне было немного тяжело. Тебе как? Ну, было тяжело, пока мы ночью не остановились на заправке, и водитель включил кондиционер на втором этаже. Потому что было очень душно, не было воздуха, так, в принципе, потом уже было более-менее спать. Часа, наверное, 4 я уснул. Да, просто температура воздуха в автобусе довольно была жаркая до того момента, как у нас была вторая остановка на заправке. Я не снимала этого, мы просто вышли, техническая обстановка, туалет, магазин, все дела. И до этого было очень жарко, кондиционер работал, я не знаю, был теплый какой-то воздух, всем было душно. Мы вышли на улицу, подышали свежим воздухом, кто-то попросил, чтобы включили чуть похолоднее, и мы там уже потом все нормально уснули, но это уже было и время такое, там было уже, наверное, часа 2, наверное, ночи, да? Уже хотелось, наверное, очень спать, и мы уже уснули как могли. Я вертелась просто с места на место, и ноги пыталась вытянуть, но затекало, конечно, все. Но, как есть, у нас еще большие выходные впереди. Я думаю, что все впечатления, которые мы получим здесь, перекроют всю эту дорогу, и мы будем счастливы и радостны. Все, нам пора в автобус, мы уже отправляемся через буквально 2-3 минутки. Посмотрите, как изменились фасады зданий. Вот здесь на Невском проспекте сплошные дворцы, да.
дворцы, которые были построены в 19 веке, в конце 18 века, которые принадлежали знатным фамилиям, передавались по наследству. Сегодня в этих зданиях на первых этажах в основном находятся кафе, рестораны, бутики, а на вторых, третьих этажах очень часто находятся гостиницы. Вот с этой стороны гостиница «Каринтия» занимает все здание, с правой стороны здание желтого цвета с белыми колоннами. Это Юсуповский дворец, принадлежал семье Юсуповых. Это был один из самых знатных, самых богатых родов России. Принадлежало им в России более 57 дворцов, а в Петербурге около 4 дворцов. Но вот самый знаменитый дворец на Мойке. Нас высадили с автобуса, у нас сейчас пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу. Просто посмотрите, какая красота! Класс! Дальше буду тоже показывать всю архитектуру города. Обязательно подписывайтесь, ребята, на мой канал. Следующее видео будет еще интересней. Если вам интересно это видео, буду рада комментариям и лайку. Нас сейчас высадили возле Исаакиевского собора. У нас сейчас свободное время, часика 2 на прогулку. Некоторая часть группы у нас пошла кататься на кораблике. Мы захотели просто с Витальком погулять по городу. Сейчас попробуем пойти к Кунсткамере, купить билеты. Если попадем сегодня, то сейчас пойти. Если нет, то на завтра. Кстати, ребят, по поводу погоды. В Питере сейчас 13 градусов. По нам видно, вот у меня волосы растрепаны, очень сильный ветер. Сегодня 18 июня, по-моему. 18 июня, да. 13 градусов, очень холодно, сильный ветер. Мы в байках, в куртках, но все равно классно, что мы здесь, смена обстановки и новые впечатления. Давай. Смотрите, Да. какой вид классный сзади. Да, сзади нас Нева. Вон там Кунсткамера такая вот, да-да-да, вот Да, Кунсткамера. я заговорила, что мы попробуем сейчас туда попасть, либо сейчас пойти на экскурсию, либо купить просто билеты и завтра сходить. Тоже не будем, если там, возможно, будет снимать, мы обязательно снимем. Вот, ну, если нет, то потом просто поделимся впечатлениями. Мы сейчас находимся на пешеходной экскурсии Петропавловской крепости. Да, здесь самая широкая точка Невы, свыше, ну, во всем Питере свыше 500 метров. Мы сейчас приехали на одну из самых знаменитых фотокарточек города Санкт-Петербурга. Это крейсер «Аврора». Мы остановились буквально на несколько минут, чтобы пофотографироваться, поснимать видео. Расскажи информацию, вот пушка, которую... повернись на камеру. Вот это, вот эта вот пушка, стоп, вот так вот покажу, вот эта пушка дала холостой залп для начала революции, для... Октябрьской революции. Да, для Октябрьской революции, для старта осады, получается, ну, атаки Зимнего Штурма. дворца. Штурма, да, Зимнего дворца. Вот это вот. Да. И с 1948 года крейсер «Аврора» стоит на постоянной стоянке здесь, в Санкт-Петербурге, не двигается, и люди могут просто приехать,
сфотографироваться. Да, на Если- нее, кстати, можно заходить, на нее можно покупать экскурсию, прям на нее можно заходить, Да, и да, там, прям по ней по-моему, ходить. даже внизу там есть музей. Да, внизу Можно- есть музей, внизу да? точно есть музей, да. Есть музей, Нельзя, можно по-моему, на погулять. самый верх подниматься. Да, внизу вот это вся длиннющая, там полностью большой музей, то есть да, можно сходить, там ходить по музею, там артефакты, одежда старая лежит, ну, старых моряков. Вот. Так что так, посмотрите, какой Он гигантский. огромный. Просто вообще. Кажется, какой он большой. Рука не достает. Да, то есть вот, ой, вот Сейчас как. снимаюсь. Все. Все, мы поехали в отель. Ребят, мы вышли на вечернюю прогулку. Смотрите, куда заглянули. Музей Яндекса. Здесь очень много разных работающих компьютеров. Люди здесь даже играют. Прикольно вообще. Ты уже снимаешь? И сюда наведи. А это помнишь? Это же 990, там сколько кликов в одной. День 2. Мы сейчас в центре Невского проспекта гуляем. Сейчас мы вам покажем Казанский собор. Вот это здание красивое. То есть сейчас Казанский собор покажу. Вот это кнопка. Вот Казанский собор находится прямо в центре Питера, прямо в центре Невского проспекта. Посмотрите, какой он гигантский, какой он красивый. А здесь сбоку компания Зингер. Это здание Зингера. Смотрите, какое красивое. Ладно, песня нашего крыша. Это Зингер здание, смотрите. Мы сейчас идем пробовать известные питерские пышки. У нас в Минске они называются просто пончики, здесь пышки. Сейчас придем, покажем, расскажем. Продолжайте смотреть. В общем, мы пришли за пышками. Сейчас я вам покажу, какая здесь очередь. Внимание. Нет, вот отсюда. Виталий, кстати, наш. И вон там вход. Это просто люди покупают с собой, чтобы попробовать. Все места, конечно же, внутри там заняты. Но мы стоим в очереди. Договорились постоять минут 10, посмотреть. Если не будет никаких продвижек, то пойдем, наверное, позже. Но я думаю, что мы простоим и купим все-таки. Мы отстояли в очереди, взяли вот такие вот пышечки питерские и кофе с молоком по рецепту, да, с советских еще времен. И, в принципе, вся пышечная оформлена в таком стиле, там, я не знаю, 90-х, наверное, годов. Такие официантки там эти в таких синих передниках, а интерьер такой очень старенький. Ну, прикольно, конечно, такое атмосферное место. Людей очень-очень много. Ну, все как бы идут вот за именно вот за рецептом вот этого кофе, вот этих пышек. Да, кстати, кофе наливают в таких металлических чанов, ну, как будто, как там старые эти были. Сейчас, короче, будем пробовать. Ребят, в общем, мы уже попробовали пышки. Это просто что-то обалденное. Они настолько воздушные, нежные, в сахарной пудре. Кофе мы брали со сгущенным молоком. Ну, вот то, что рассказывали, это их такой стандартный, типа, вариант. Для меня, как я привыкла пить кофе без сахара, конечно, сладковато. Ну, это и как бы естественно, потому что там сгущенное молоко. Ну, как бы вкусно. Мне вообще очень понравилось. Да, да, если будете в Питере, попробуйте обязательно эти пышки. Это очередь тут большая, но проходит прям очень быстро. Там буквально очень минут быстро. 10, все. Потому что они уже готовы, и тебе просто их накладывают Да, они в пакет. постоянно готовят, и все время И не кофе есть. готово, поэтому Да, поэтому стоит попробовать, конечно.
Ребята, мы сейчас пришли на Дворцовую площадь. Сейчас проходит выставка в честь 350-летия Петра Первого. Да, дня рождения. Здесь выставлены 30 картин, на которых изображена как бы, жизнь Петра. Можно это все походить, посмотреть абсолютно бесплатно. Плюс там пофоткаться. Потом еще покажем, наверное, Дворцовую площадь, да. Огромный парк. В общем, мы пошли любоваться. Смотрите нас дальше, обязательно будет еще интереснее. Мы пришли на Дворцовую площадь, но здесь, видимо, за счет того, что будет скоро концерт, в честь 350-летия Петра Первого, начали устанавливать сцену, и все это, и сейчас закрывается очень большой вид. За нами сзади это Эрмитаж. Но видите, закрывает сцена, закрывает часть здания. А здесь триумфальные арки. Да, триумфальная арка. И сама площадь Дворцовая. А как называется? А это Александровская колонна. Вот это Дворцовая площадь Питера. Повернуться так. Эрмитаж очень красивое здание, прям очень. Да, но мы в него не пойдем, потому что... мы не пойдем, потому что в этом году... Нет, в прошлом году изменили правила Эрмитажа, нам рассказывали. Мы не только из-за... и не только из-за правил. Раньше такое было правило, что раньше ты покупаешь билет, заходишь в Эрмитаж и ходишь сколько там тебе угодно. То есть не было никакого ограничения по времени. Сейчас, когда покупаешь билет, у тебя есть ограничение по времени, 3 часа тебе дают, и ты выбираешь сразу маршрут. То есть там по-моему, 2 маршрута, типа в левую сторону, либо в правую сторону уходишь. И типа, чтобы проходить по Эрмитажу, не будет времени. И есть такой факт, кстати, что если возле каждого экспоната в Эрмитаже останавливаться примерно на минуту, то тебе понадобится 8 лет для того, чтобы обойти весь Эрмитаж. Да. Так что вот так. Ребят, мы же погуляли по Каневскому проспекту, шли вдоль проспекта, увидели здесь кафе-ресторанчик с неаполитанскими пиццами. Взяли такую пиццу Милана и по бокальчику красного сухого вина. И решили отдохнуть. Ребята, мы сейчас приехали на ночную экскурсию на разведение мостов. Сейчас заснимем вам, надеюсь, получится, потому что людей здесь вообще тьма. Людей, смотрите, сколько. Вообще нет просто свободному... Здесь все сторон. Красиво. Я залезла на плечи Виталика и сейчас буду снимать для вас разведение мостов. Очень холодно, у меня даже трясется рука и идет сильный дождь. Капец. А еще они почему-то не разводятся, хотя должны разводиться в 10 минут. Сейчас уже... Несколько кораблей. Кораблей, да, посмотрите, сколько стоит корабликов. Они здесь просто плавают постоянно. Блин, мне уже очень холодно. Я еще решила одеться легко. Штаны, топик и кожанка, чтобы сделать красивую фотографию. Это была очень плохая идея. Ребята, просто посмотрите на эту красоту в Царском селе. Это просто какой-то восторг. Офигеть. Какая красота. Здесь только зеркал, все в золоте. Смотрите на потолок. Мы пришли в зал 2. Здесь просто такая же обалденная красота.
Надеюсь, ребята, меня слышно. Я сейчас снимаю в янтарной комнате. Очень известной комнате, которая находится в Царском селе. Смотрите, какая Мозаиками на сюжет, аллегории, петель лесных чувств по картинам итальянского художника Дзукки. Посмотрите, как снаружи выглядит Екатеринский дворец. Просто вау. Сейчас мы будем гулять по парку, фотографироваться. И потом у нас обед. А затем мы едем в Петергоф. Что касаемо янтарной комнаты, немцы во время Второй мировой войны ее нашли и вывезли в Германию. И следы ее полностью пропали, и после этого ее начали делать с нуля по фотографиям и по... Почему там еще? По рисункам. Было 36, по-моему, черно-белых фотографий, и 11 рисунок, по которому восстановили всю янтарную комнату. На восстановление всей комнаты ушло, на создание всей комнаты с нуля ушло 8 тонн янтаря, и 80% янтаря уходило в брак. По сути, только 1 тонна янтаря ушла на всю комнату. И потрачено было на это все $11 миллионов в Америке. Ну, то есть, это прям стоящее. Да, и 24 года, да? Да, 24 года ее делали. Ну, полностью, да, с нуля нуля по фотографиям. В 2003 году только эта комната открылась вот, для туристов. Да, это было 300 лет Петру Первому, да, получается? Да. И открыли, на на 300-летие 300-летие Петра Первого открыли янтарную комнату. У нас сейчас заключительная экскурсия в Петергофе. Сейчас будем все снимать и показывать для вас. Обязательно смотрите. Подписывайтесь, кстати, на канал и ставьте лайки и комментируйте это видео, если вам оно понравилось. Мы прошли по Петергофу, дошли до Финского залива. Давайте покажу. Вот там вон это еще Россия. Вот там вот это Питер. А если дальше повернуть камеру, то там уже Финляндия. Где-то Финляндия? Нет, вот так. Да, там уже Финляндия с той стороны. Очень красивые фонтаны здесь, просто не передать словами. Проходишь по парку и каждый раз новый фонтан, все красивее и красивее. Гору это. Сейчас мы вам, ребята, покажем самый главный, самый красивый фонтан в Петергофе. Сейчас мы до него дойдем. Холмистость такая.